Здравствуйте, дорогие друзья, и спасибо, что заглянули ко мне на канал Nordic Balance, где мы с вами говорим о здоровье, о счастье, о красоте и гармонии. Сегодня мы с вами поговорим об очень важной теме, о панических атаках. Досмотрите это видео, пожалуйста, до конца, потому что я обязательно вам дам какие-то рекомендации, какие-то упражнения, которые помогут вам, если вы страдаете этим недугом, справляться с вашими паническими атаками. Меня зовут Виктория Андерсон, я диетолог, нутрициолог, психолог и вообще хороший человек. Итак, серьезно. Что такое панические атаки? Их в народе мило называют недугом здоровых людей. Чтобы вы понимали, где-то 3-4% людей страдают паническими атаками. То есть это где-то 1 человек из 25. И эти люди, вообще все люди на Земле когда-либо хотя бы раз испытывали это чувство, но просто-напросто не знали, как это назвать. Кто-то из нас на стресс реагирует, я не знаю, сердечным приступом, кто-то гастритом, кто-то язвой желудка, а кто-то паническими атаками. И всего лишь 30% людей из тех, которые страдают паническими атаками, доходят до профессиональной помощи. И это, как правило, женщины. Мужчины не доходят до психотерапевтов, увы. Психоаналитики считают, что люди, склонные к паническим атакам, это те, которые перенесли какие-либо психологические травмы в очень раннем периоде жизни. Это может быть даже во внутриутробном периоде или же до 2 лет. До 2 лет мы не можем передать свои эмоции, мы не помним, что с нами происходило, но это все как бы запечатывается в нашем теле и в нашей психике. И если ребенок до 2 лет испытывал какое-то ощущение угрозы жизни, то у него теряется вот это вот нормальное отношение, доверие к внешнему миру, и воспитывается очень такое тревожное отношение, которое во взрослом возрасте, конечно же, перерастает в эти самые панические атаки. Паническими атаками, как правило, страдают люди, проживающие в мегаполисе. Те, которые живут в деревнях, в селах, не испытывают никаких панических атак, потому что они близки к природе, они близки к земле, и они более ярко наблюдают вот эту самую цикличность природы, то есть смена сезонности, да, там зима, весна, лето, они ощущают больше, они больше видят и больше даже вот у них обоняние развито. Они не склонны к паническим атакам. Также, как ни странно, многодетные семьи. Ребенок, который вырос в многодетной семье, где много детей или где живет несколько поколений, они также не склонны к паническим атакам, потому что они опять же видят вот эту цикличность. Беременность, роды, кто-то из более древних умер, да, прабабушки там или еще, они это видят. Кто-то подрос и съехал с квартиры. То есть они не подвержены паническим атакам. Удивительно, но это так. Панические атаки не имеют никаких внешних причин, они имеют только внутренние причины. И эти все внутренние причины сидят, естественно, внутри нас. А у человека, как у собаки Павлова, формируется условный рефлекс, то есть вырабатывается привычка бояться. И вот получается такой замкнутый круг страх страха. Потому что в нашем организме вырабатывается симптоматика повторения. И эти все приступы, они постоянно как бы учащаются и повторяются. Панические атаки, они как? Вот фокусируемся мы на какой-то мысли негативной, и мы уже боимся, что сейчас приблизится этот самый приступ. Что с ним делать? И как с ним быть? Как с этим бороться? Мы не об этом не думаем, мы начинаем трястись. Это такое ощущение, знаете, как будто бы
Вы, к примеру, поехали на пикник, все хорошо, великолепно прошел день, вы половили рыбу, вы, я не знаю, погуляли, подышали, развлекались, собирали грибы, и вот вы легли спать в свою палатку, и вдруг среди ночи к вам в палатку заваливает голодный тигр или медведь. Вы сразу же ощущаете полностью, вот у вас просто жизнь заканчивается, единственное, что вам хочется, вы начинаете трястись, у вас прилив крови, сердцебиение, вас кидает в пот, и единственное, что вы хотите, это бежать и спасать свою жизнь. Вот это приблизительно такое ощущение человек испытывает при вот этой панической атаки, которая может длиться не так долго, но ощущение, когда вы начинают у вас руки потеть, когда вы просто плохо мыслите и начинаете, опять же, сердцебиение учащается. Некоторым кажется, что у них сейчас вообще будет сердечный приступ, сердце остановится. Ну что делать? Человек не понимает. И вот это накопление вот этих ужасных негативных эмоций, они как клубок. И в какой-то момент человек теряет веру в себя, человек делается апатичным, человек начинает впадать в депрессию какую-то, да, ну и, соответственно, у него ничего не ладится и в бытовой жизни, потому что какие-то серьезные задания он не может выполнять, потому что человек постоянно пребывает в страхе. И этого, мои хорошие, нужно стараться избегать. И как избегать, мы сейчас об этом поговорим. Из чего состоят панические атаки? Буквально из двух компонентов. Первый компонент – это эмоции, это наш страх. И второй компонент – это физиологическая реакция. То есть это выброс адреналина. Что с вами происходит, когда вы начинаете чувствовать вот это приближение какого-то охватывающего ужаса? У вас буквально есть в запасе 3 секунды. Вам нужно переключить свое внимание быстро, срочно, открыть окно или же вспрыснуть на лицо какой-то холодной воды. Что-либо вам должно помочь, если вы отвлекаетесь в этот момент. Если же вы пропускаете этот момент, все, вы попадаете в эту, опять же, зависимость, цикличность, вам делается плохо, вы начинаете потеть, себя ненавидеть, и кажется вам, что вы сейчас умрете. Какие для этого есть способы? Помимо того, что вспрыснуть воду на лицо или же, я не знаю, отвлечься как-то, открыть окно, вы можете сделать некоторые такие упражнения, к которым мы сейчас приступим. Почему? Психотерапевты, если вы обращаетесь, как правило, вам скажут, что вы должны сейчас же принимать антидепрессанты или же какие-то очень-очень сильные психотропные лекарства, которые обязательно, в которую вы в зависимости от них вступите, которые, во-первых, могут вам прибавить вес. Очень и очень многие антидепрессанты, если люди их употребляют какой-то период времени, начинают прибавлять в весе. Они толстеют, потом у них настроение ухудшается. Почему я это говорю? Потому что я диетолог и нутрициолог, я это знаю, я это вижу, я встречаю таких людей. Люди заедают этот самый страх и тоже, опять же, начинают толстеть. Да? Помимо всего этого, люди зависят от этих таблеток. Они принимают и делаются постепенно такими апатичными и не верят в себя, опять же. И многие, кого я встречаю с таким заболеванием, они просто-напросто впадают потом в депрессию. И если они хотят уйти от этих таблеток и прекращают их пить, у них все эти панические атаки совершенно правильно возвращаются к ним. Поэтому, как всегда, я вас всех умоляю помочь прежде всего самому себе какими-то другими простыми, я не знаю, примерами, свойствами и так далее. Сейчас мы об этом поговорим. Я уже записывала для вас видео о страхах, о неврозах разных, и там приводила очень много разных пищевых добавок, какие должны, посмотрите, пожалуйста, вот я дам сейчас здесь ссылочку, этому видео уже, наверное, года 3, посмотрите его, оно может вам также помочь.
Вот, что мы делаем, что я вам предлагаю, какие можно сделать упражнения, помимо того, что мы открыли окно, да. Значит, можете посмотреть, когда вы чувствуете, вот, что этот прилив сейчас вот нахлынет эта волна страха, вы можете посмотреть просто-напросто на свою обувь. Вот спокойно опустите мгновенно глаза на свои туфли и посмотрите, что они стоят у вас на земле или на, я не знаю, в машине, или же вы сразу же отвлеклись и дали сигнал своему мозгу о том, что вы здесь, вы сейчас, вы пребываете как бы на своих ногах, вы крепко стоите на этой земле. И это вам даст такой как бы момент облегчения. Вы можете также написать на бумажке заранее, да, цифру 1, 2, 3, 4, 5. И вот эти цифры, бумажечку с этими цифрами вы можете повесить, я не знаю, в кухне на холодильнике или в офисе на компьютере. Или же, если вы знаете, понаблюдайте за собой, где эти панические атаки к вам приходят. Может быть, это вот я слышала зачастую в машине, когда человек едет, и вдруг ему делается страшно, не по себе, плохо, он кажется, он сейчас умрет и врежется в какую-то стену или в другую машину. Повесьте такую бумажку 1, 2, 3, 4, 5 у себя в машине. То есть вы едете, чувствуете, что вам нехорошо, посмотрели на эти цифры, именно их как бы прочитали 1, 2, 3, 4, 5, и потом можете опять же в обратную сторону посчитать 5, 4, 3, 2, 1. Вы уже отвлеклись, вам станет легче. Вы можете подышать в вот такой экстремальной ситуации, просто глубоко набрать воздух. Это очень хорошо снижает вот этот вот уровень такого стресса мгновенного. Из долгосрочных упражнений вы можете сделать такое, как, опять же, 1, 2, 3, 4, 5. То есть, но это уже, опять же, когда вы научитесь вот свое внимание перемещать с этой панической атаки, и вы уже научитесь управлять своими эмоциями, своим страхом, тогда вы можете порепетировать такое упражнение, как, к примеру, вы находитесь где-нибудь в офисе, и вот подумайте, 5 вещей, которые вы видите. Что вы видите? Окей, я вижу плакат, я вижу весы, я вижу цветок, я вижу, к примеру, флаг, я вижу книгу. Все, вы уже посмотрели, отвлеклись. Теперь 4 цифры, да, 4. Вы можете найти 4 предмета, которые, я не знаю, вы можете взять в руки. Это может быть ваш телефон, это могут быть ваши очки, это может быть ваш блокнот, это может быть календарь. Потом вы должны, опять же, переходим к цифре 3. Что пахнет в этой комнате, да? И вы, опять же, думаете, что, ага, у меня прекрасные духи, так, у меня есть дезодорант, у меня есть освежитель рта, к примеру, так, вы уже опять переместили свое внимание. Переходим к цифре 2. Думаем так, что я слышу? Я слышу бой часов, и я слышу лай собаки за окном. И опять же, цифра 1, и мы уже можем так, что я могу попробовать на вкус? У вас стоит, вы нашли графин воды, вы можете выпить глоток воды. Тоже вы отвлеклись, это прекрасное упражнение, но опять же к нему надо переходить уже на более как бы такой поздней стадии, когда вы научились управлять своими эмоциями. Еще чудесное упражнение, которое называется театр. Когда нахлынывает вот этот вот приступ, или вы чувствуете его приближение, попробуйте представить себе, что вы сидите в театре на балконе. И как бы вот со стороны отдаленно наблюдаете вот эту ситуацию, которая с вами сейчас в данный момент происходит. Вы понимаете, что когда вы сидите на балконе, вы не можете рассмотреть всех деталей вот так подробно, если бы вы сидели в партере первого ряда, да? И вы смотрите на свою ситуацию, анализируете, пытаетесь всмотреться в какие-то детали, рассмотреть их лучше, тоже вам поможет отвлечь ваше внимание и прийти как бы в себя. Могу вам посоветовать и спросить вас, принимаете ли вы витамин D3.
невзирая на то, где вы живете, в Израиле, где солнце светит, в Африке или в каком-либо другом регионе, у вас не может быть переизбытка витамина D. То есть, если вы, как мы в Скандинавии живем, здесь часто пасмурно и дождливо, то я вам рекомендую принимать хорошую такую дозу витамина D зимой и немножечко ее уменьшать к лету. Проконсультируйтесь с своим семейным врачом, спросите, дайте анализ на D3 и, конечно же, обязательно имейте этот D3 в своем рационе как пищевая добавка. Также витамин В1, он также снижает уровень тревоги, и его наш организм очень быстро расходует. От 2 дней до 7 все, у нас как бы уже так капацитет заканчивается. Пополняйте этот B1 из просто-напросто витаминов, или как включите его в свой рацион. И группа витаминов В – это, конечно же, пищевые дрожжи. Всем советую купить вот эти пищевые дрожжи, которые очень вкусные, они напоминают такой, знаете, запах, вкус сыра и запах тоже. Можете добавлять по столовой ложке в свои салаты, кушайте, вам не повредит. Перед сном, конечно же, обязательно за час до сна вам нужен цинк. Также будете успокаиваться и прекрасно спать. То есть помогайте себе вот такими натуральными какими-то витаминами, минералами в продуктах группа В витаминов, свинина, тыква, цветная капуста, все вот эти вот капустные растения. Делайте себе всевозможные салаты, гуляйте на свежем воздухе и, конечно же, заряжайтесь какими-то положительными эмоциями. Повторюсь опять, не смотрите новости, не смотрите каких-то негативных, страшных фильмов, ужастиков каких-то. Все пытайтесь перейти на позитивный такой, знаете, лад. Вот, кофе. Если у вас чрезмерное потребление кофе, сократите потребление кофе и крепкого черного чая. Почему? Потому что, опять же, эти два напитка, они заставляют наши надпочечники вырабатывать гормон такой стресса, кортизол. А нам этого сейчас не нужно, нам нужно успокоиться и привести себя в норму. Дорогие мои, я очень и очень надеюсь, что вы хоть какую-то полезную информацию сегодня уже почерпнули. Посмотрите обязательно мое видео предыдущее о том, как и где зарождается стресс. Это тоже вам будет полезно посмотреть, если эта тема вас интересует. И, конечно же, я вам всем очень и очень признательна и благодарна за то, что вы у меня все есть, за то, что вы на меня подписываетесь. Оставляйте свои комментарии, пишите, что бы вы хотели услышать в следующий раз, и я с удовольствием буду делиться с вами своими знаниями. Ну а на сегодня все. С любовью была ваша Виктория. До новых встреч. Пока!